В сегодняшнем видео хотелось бы затронуть вопрос, который очень часто встречается на практике. Как юридически грамотно оформить передачу денег в качестве займа? Как правило, на практике это происходит одним из 4 способов. Первый способ – это просто передача денег без какого-то оформления. По понятным причинам мы его не рассматриваем. Второй способ – это оформление письменного договора займа. Третий способ – оформление договора займа у нотариуса. И четвертый способ – это выдача расписки. В данном видео остановимся подробнее на последнем варианте расписки, так как на практике он встречается чаще всего. Итак, как правильно оформить передачу денег взаймы распиской? В народе существует, скажем так, определенное представление, я бы даже сказал, стереотипы по вопросу о том, как правильно написать расписку. Сразу оговорюсь, большинство тех стереотипов, с которыми лично мне довелось столкнуться, в принципе логичны и правильны. Итак, самый первый вопрос, который приходит на ум: как написать расписку от руки, либо напечатать на компьютере? Большинство людей, я уверен, скажут, что писать нужно от руки, это надежнее. Некоторые даже будут утверждать, что составленная на компьютере расписка не будет иметь юридической силы. Я встречал и другие довольно экзотические представления. Например, о том, что расписку нужно обязательно написать на обратной стороне ксерокопии паспорта должника. Как на самом деле? Закон не устанавливает требования к тому, как должна быть написана расписка. Оба варианта, и рукописный, и печатный, в принципе правильны. И, конечно, не обязательно писать расписку на оборотной стороне копии паспорта должника. Вместе с тем, выбирая форму расписки, вы прежде всего должны думать наперед, моделировать худший сценарий развития событий. А для нас это будет обращение в суд. В суде должник может повести себя как угодно. Например, типичным аргументом заемщика, который не хочет возвращать вам деньги, как правило, является так называемая безденежность займа. Или, говоря простым языком, должник просто говорит, что вообще не получал от вас денег и расписку не писал. Тогда в суде встанет вопрос назначения почерковедческой экспертизы. В таком случае, безусловно, будет лучше, если расписка будет написана полностью от руки. Это даст эксперту, который будет проводить соответствующую почерковедческую экспертизу, достаточно исходных данных для того, чтобы на 100% установить, что именно ваш должник написал расписку. И наоборот, если в распоряжении эксперта будет лишь одна подпись, может получиться так, что вообще не удастся достоверно установить, кто эту подпись учинил, особенно если подпись очень простая. Соответственно, всегда существует риск вообще остаться без денег. Итак, наш вердикт: всегда просите писать от руки. Второй стереотип, который существует: многие считают, что нельзя писать расписку в иностранной валюте. Это неверно. Валютное законодательство Республики Беларусь не запрещает физическим лицам предоставлять друг другу займы в иностранной валюте. Сразу оговорюсь, мы говорим только о расписке о предоставлении займа и только исходя из законодательства Республики Беларусь. Мы не рассматриваем другие страны, где существуют свои законы, и не говорим о тех случаях, когда дается расписка о получении денег, но, скажем, по другому договору, не займу. Например, если вы покупаете квартиру и просите своего продавца дать вам расписку о том, что деньги за квартиру получены, не вздумайте указывать сумму в долларах или в евро, только белорусские рубли. Иначе вы можете лишиться и денег, и квартиры. Итак, наш вердикт: если вы даете займ в долларах или в другой иностранной валюте, вы можете смело прямо в расписке писать сумму займа в валюте. Это позволит вам в будущем вернуть деньги именно в той валюте, в какой вы их дали. И еще одна рекомендация. Всегда указывайте сумму цифрами и прописью. Это позволит в будущем исключить разночтение. Итак, третий распространенный стереотип. Некоторые считают, что нужно писать расписку в присутствии свидетелей. Конечно, если вы так сделаете, это добавит в суде веса вашей расписки, так как вы сможете пригласить свидетелей в суд для подтверждения факта передачи денег и опросить их. Однако на практике, если расписка составлена грамотно, свидетели вам вообще не понадобятся. Вы и без них получите судебное решение о взыскании задолженности в вашу пользу. Что конкретно указать в расписке? Чтобы было нагляднее, типичная расписка, она должна быть примерно такого содержания. Я, Иванов Иван Иванович, паспорт серия такая-то, проживающий по такому-то адресу,
такого-то числа взял в долг у Петрова Петра Петровича деньги в сумме 10 тысяч долларов США. Обязуюсь вернуть указанную сумму не позднее такого-то числа. Число, подпись. Теперь поподробнее. Что же нужно указать? Первый реквизит. Всегда указывайте фамилию, паспортные данные заемщика и взаимодавца. В принципе, здесь все понятно. Второе. Адрес заемщика. Это необходимо на случай того, что вам придется обращаться в суд за взысканием своих денег. В этом случае необходимо будет обращаться именно в суд по месту жительства вашего должника. Здесь-то вам и поможет адрес из расписки. Третий реквизит. Дата составления расписки. Это важно, поскольку в будущем позволит вам рассчитать и взыскать проценты за пользование займом, так как будет понятен период пользования деньгами. Четвертый реквизит. Дата возврата денег. Этот реквизит важен, поскольку любое обязательство, в том числе и по возврату вам денег, должно иметь срок исполнения. Если нет срока исполнения, то нет и нарушения такого обязательства. И, соответственно, нет обязанности вам возвращать деньги. Поэтому, когда пишете расписку, указывайте дату возврата. Сразу оговорюсь, если вы все-таки забыли написать дату возврата, это не смертельно. Будет действовать общее правило, установленное Гражданским кодексом. Должник должен будет вернуть вам деньги по истечении 30 дней после заявления ему соответствующего требования. На практике это обычно выглядит так. Вы пишете заемщику письмо в произвольной форме с требованием вернуть вам деньги. Отправляете его заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в расписке. Через какое-то время вам возвращается почтой обратное уведомление, где видно, когда должник получил данное письмо. От этой даты просто отсчитывается 30 дней, и все, можно идти в суд и требовать возврата денег. И в заключение, чтобы лучше запомнилось, чего ни в коем случае не нужно делать. Никогда не возвращайте расписку должнику до полного возврата денег, так как нахождение расписки у должника по общему правилу, установленному Гражданским кодексом, означает, что долг погашен полностью. В нашей практике был подобный случай, когда расписка была написана, скажем так, удаленно и отправлена по вайберу взаимодавцу, а деньги были получены заемщиком наличными. В той ситуации все обошлось хорошо только потому, что должник вообще не явился в суд и не стал ничего возражать. Однако все могло сложиться иначе. Поэтому наш вердикт: всегда просите заемщика писать расписку именно в вашем присутствии и сразу же забирайте ее.